Всем привет! Я Олечка, и сегодня будет нестандартное видео. Это квартира моего дяди, в которой я еще в сентябре снимала видео про своего ай-козла. Козлик и сейчас тут стоит после ремонта в той самой комнате. Работники им пользовались и остались довольны. Хотя розетки они все-таки перенесли, как вы многие советовали. К сожалению, у меня не было времени заснять весь процесс ремонта, но я сняла, что было до и что сейчас после. И очень хочется поделиться с вами решениями, которые были применены здесь, в этой квартире, ведь это бюджетный ремонт. А YouTube, как вы знаете, просто пестрит дорогими ремонтами, а тема бюджетного ремонта практически не раскрыта. Все знают, как сделать дорогой ремонт за 15-20 тысяч рублей за метр квадратный, а вот как сделать дешевый ремонт и при этом не ухудшить условия жизни и не пожертвовать своей же безопасностью. Как раз об этом и будет это видео, так что поехали! Начнем с сантехники. В сантехнике пожертвовали коллекторной разводкой, датчиками протечки, самопромывными фильтрами и использовали полипропилен, потому что полиэтилен выйдет в 1,5, а то и в 2 раза дороже. Я думаю, что это сэкономило не менее 75, а то и 100 тысяч рублей за работу и за материал, а может и больше. Но зато тут есть инсталляция, она экономила место, упростила уборку и позволила поместиться в туалете, не упираясь коленками в дверь, что было неизбежно, если бы мы поставили простой унитаз. Здесь все трубы спрятаны за коробами, вштраблены в стены, чтобы не портить эстетику, чтобы на них не садилась пыль и чтобы они не мешали установке приборов и тумбочки. Минимальный набор сантехники, пожалуй, вот он. Отсечной кран, редуктор давления, обратный клапан, счетчик, фильтра тонкой очистки. Проще и дешевле уже просто некуда. Из туалета убрали страшный стояк для сушила, который проходил чуть ли не посередине туалета, и поставили электрический полотенцесушитель. А вот тут будет стоять стиральная машина. Есть подготовка под бойлер и даже предусмотрели сливную трубу в канализацию. Длина санузла была около 180, он был покрыт, вы не поверите, водоэмульсионной краской, а размер ванны 170 см. Поэтому приняли решение заштукатурить стены так, чтобы после плитки ванна встала от края до края и не делать узкие доборы из плитки. Под ванну не стали делать фасад из плитки, установили обычный пластиковый, но более эстетичный, и пространство это можно использовать. Ванна была металлическая, самая стандартная, но ей сделали апгрейд. А чем? Автомобильной шумоизоляцией. Теперь она не шумная, как раньше, и даже не верится, что это металл. Установили довольно широкую раковину, что очень хорошо. Осталось даже место под корзину для белья, и сушила в удобном месте находится. В туалете же все просто. Унитаз, подготовка под гигиенический душ и самое главное скрытый люк со стыками плитки, за которыми удобно расположены фильтра и счетчики. Чтобы так грамотно просчитать расположение, надо еще до монтажа сантехники знать раскладку плитки, иначе вы никогда не попадете так. Теперь потолки. Штукатурные и гипсокартонные потолки в наше время очень дорогие, поэтому единственный вариант, когда экономишь, это натяжные потолки и точечные светодиодные светильники. Всегда делайте много света в квартире, ведь потом вы это уже никогда не добавите, а эта квартира получилась очень светлая. А кому не нравится, то можно сделать двойной выключатель. Вот так. Натяжные потолки в сравнении с гипсокартонными выходят в 2-3 раза дешевле. Единственное исключение, которое здесь сделали, это короб над кухней. Только потому, что потолок было не опустить из-за высокого окна. Ну, а в санузле натяжной потолок это идеальный вариант. Делайте всегда минимум 2 светильника, даже если он маленький. Иначе есть возможность, что один перегорит, и вы останетесь без света. Стены. На качество отделки квартиры очень сильно влияют стены. Мой совет – постараться по максимуму все оштукатурить по маякам, по крайней мере санузлы и видовые длинные стены, а также прямой угол под кухню. Потом у вас уже просто не будет такой возможности. Это очень грязная работа. Самое дешевое покрытие на стены – это флизелиновые обои. Это дешевле даже, чем рельефные обои под покраску. Их всегда легко переклеить, ведь они снимаются, не портя шпаклевку. Причем, если у вас потолки ниже 2,5 метров, то покупая обои без подгонки рисунка,
вы экономите еще 25%, ведь с рулона выйдет 4 полосы, а не 3. Учитывайте, что неровность стены всегда будет подчеркиваться плинтусом и кантом потолка. Поэтому все-таки лучше выделить средства на полную штукатурку стен, да и на качество стыковки обоев это тоже сильно повлияет. Электрика. Конечно, правильно поменять электрику полностью. Разместить розетки везде под расстановку мебели, чтобы ни одного удлинителя и ни одного тройника не потребовалось. Но полная замена более чем в 2-3 раза дороже, чем частичная. Сделав частичную, вы экономите не менее 75, а то и 100 тысяч рублей. Но нельзя экономить, что-то не принеся в жертву, поэтому удлинители и тройники все-таки где-то потребуются. Итак, в результате что же было сделано? Поменен щиток, автоматика, добавлены новые линии, полностью новая электрика в санузлах с DIF-автоматом. На кухню выведена новая линия на розетке, автомат на новые розетки под ТВ по комнатам. Все распределительные коробки сделали в коридоре, чтобы натяжной потолок в комнатах был максимально прижат вверх и чтобы можно было потерять всего 3 см, иначе потолок был бы ниже откоса. В гардеробной разместили все интернет-провода для роутера и в каждую комнату провели интернет и ТВ-розетки. Кухня. Еще до ремонта был проект кухни, под которую и была сделана разводка. Тут розетки на фартуке, на рабочей зоне, подготовка под посудомойку, подсветка под шкафчиками, розетки для холодильника и для пьесы газовой варочной поверхности. Ну и для духовки. В этой зоне будет мойка, а здесь вытяжка. Трубы вентиляции спрятаны в коробе, к которому впритык подойдут верхние шкафчики кухни, полы. В санузлах на полу плитка, также плитка в коридоре при входе, потому что ламинат боится воды и быстро испортится. В коридоре даже есть теплый пол. Ламинат в квартире уложен без порожков, что смотрится очень красиво, но надо понимать, что если не оставишь между стеной и ламинатом зазор в 1 см, то есть большая вероятность, что его вспучит. Ступеньку на балкон лучше делать из того же материала, что у вас сделан пол. Окна. Окна и подоконники остались от застройщика, а вот откосы пришлось поменять. Они были кривые, из ГВЛ, и за ними была пустота. А самые дешевые откосы получаются сэндвич-панели. Здесь они и сделаны. В квартире предусмотрено 2 зоны под гардероб. Были сделаны опуски для монтажа дверей купе. Еще один совет, как сэкономить. Перед тем, как делать опуски, проедьтесь по гипермаркетам, посмотрите у них размеры стандартных дверей купе, подготовьте проем под их размер. Выйдут они вам в 3 раза дешевле, чем это делать на заказ в мебельных компаниях. В этой квартире даже есть балкон, но там ничего не делали. Ремонт получился простой, но приятный и универсальный. Лично мне нравится. Квартира светлая и очень большая, с большими гардеробами. Кстати, очень интересный момент в этой квартире. Дверные откосы сделали штукатурные и поклеили их обоями. Смотрится эстетично. Ну, а если они вдруг порвутся, то всегда можно поставить добор и наличники. Итак, ремонт в этой квартире, а именно черновой материал, чистовой материал, сантехника и работы вышли около 1 миллиона. Для сравнения, пару лет назад мы делали маме однушку. И она обошлась в 1 миллион рублей. Ну, правда, это с мебелью, но там 37 метров квадратных, а здесь 83. Так получилось, что дяде придется продавать эту квартиру по семейным обстоятельствам, даже нормально не пожив здесь. Что очень обидно. Сама квартира находится в Свердлово, в Ленобласти. Если вас она заинтересовала, то я оставлю его почту в описании к видео. Если же у вас остались вопросы по каким-либо нюансам в этой квартире, о чем я рассказывала, то пока эта квартира не продалась, есть возможность об этом рассказать. Так что пишите ваши вопросы в комментариях. А также всех с наступающим Новым годом! Счастья вам, любви и хороших ремонтов! Пока-пока! Все знают, как сделать недорого, все знают, наоборот, как сделать. Если же у вас остались вопросы по каким-либо